Нацисты-культисты похитили собаку у бомжары, чтобы перекрасить ее в расово верный. Вагабунд, в свою очередь, на тормозах подобное спускать не намерен и отправляется на прием к самому фюреру, дабы прописать тому в пятак. Если это не самый хороший сюжет в шутере, то какой тогда самый хороший? А ведь я еще не упомянул, что бомж знает жизнь, несмотря на проблемы с пальто, потому по пути заводит дружбу с укуренной профурсеткой, путешественницей во времени, и крысой-убийцей. Просто крысой-убийцей. Вот теперь точно самый хороший сюжет. Правильно? Правильно. Друзья, с вами вновь ваш любимый канал о шутерах для всей семьи «Океан Мудрости», а значит, шотгановый тест. Darkenstein 3D – ретро-бумер олдскул шутер, над которым несколько лет корпел одинокий испанский художник, по совместительству металлист и ударник Роджер Креос Дарика, а.к.а. Роуви. Игры от соло-разработчиков штука, сами знаете, такая, что на один турбо-оверкилл приходится по парочке хидоус. Начиная играть в Darkenstein 3D, я скажу откровенно и прямо, был убежден, что здесь как раз второй вариант. Сперва мне казалось, что я запустил какой-то спин-офф то ли чистильщика, то ли того шедевра, где Пореченков гонял на зеле. Помните? Отвык уже, знаете ли, за годы ведения канала от подобной неряшливости. Ну, посмотрите, как будто те первые трехмерные собаки из 96-го были анимированы куда более тщательно. Хотя, может, это тонкая отсылка к Redneck Rampage. Ну и вот еще довольно занимательный момент про собак. Чувствуете? Все какое-то плоское, невнятное, неуклюжее, где ни баг, там глюк. Вот тут у меня обнулилась чувствительность мыши и вместе с тем перестал работать пробел. Был момент, когда ко всему отрубалась и стрельба напрочь. Вероятно, это трэш, решил я. Трэш, тем не менее, вроде бы даже обаятельный, как тот самый воронежский, орионовский. Дам шанс, подумал я. И спустя пару-другую часов я уже бегал по этажам родной панельки, стучался сапогом к соседям и орал, что Darkenstein 3D — это 12 из 10. Шутер года. Нежно шептал я на ухо каждому встречному фанату группы Iron Maiden. Вы играли в Darkenstein? Спрашивал я у бродяг перед тем, как показать им рэп на голове. Да ты опять продался, верещали подписчики. С удовольствием, но не в этот раз. Darkenstein 3D не стоит ни рубля, в отличие от моего мнения. А значит, намерения мои снова благородны и чисты. Да, дорогие друзья, перед нами бесплатный шутер. Возрадуйтесь, жадины. 0 рублей хотите, при себе сохраните. Так вот, абсурдная завязка про пьянчугу и вызволение любимой животины из плена, казалось бы, будоражила наши умишки еще совсем недавно, в 97-м. Потому что все уже 1000 раз придумано, потому что все уже старо как мир, потому что повторение – мать учения. Роуи утверждает, что фундаментом для Darkenstein выступили Doom и Wolfenstein всех мастей. Отсылки к Думам и Wolfenstein я никогда не раскушу, ибо я слишком юн, чтобы прикасаться ко всякому старью. Я больше по отсылкам к Shadow Warrior, пацаны. Кстати, есть ребята, которые, знаете, как говорят, готовы? Набрали в легкие воздуха. Есть ребята, что говорят не Wolfenstein, а готовы? Wolfenstein. Они говорят Wolfenstein. Это говорят правильно, вот так говорить, Wolfenstein. У нас в школе, если бы ты сказал Wolfenstein, тебе ты бы дали за гаражами. Как вы поняли, Darkenstein — шутер про свастоны и вермахт. Шутер озорной, без намека на реализм, делающий ставку на утрированность. Ингредиентов много, но все уже как будто стандартные. Нацисты, зомби и пришельцы, жертвы генетических экспериментов и визгливые экспериментаторы, технологии древних цивилизаций и оккультизм, нежить и рядовые солдаты, инфернальщина и казармы, артефакты и катакомбы, пирамиды и порталы. Некий универсальный
универсальный гротеск наци-фьюжн и сосредоточение любимых клише. Не хватает лишь Гитлера в мехе. В общем, комбинация более-менее понятная. Прошедшие вдоль и поперек нашу родную Last Bullet будут чувствовать себя в своей тарелке. Принцип чрезмерности, вода побольше во всей красе, как мы и мечтали. NS-декор и мрачная стилистика вешаются на самую что ни на есть классическую основу. Коридоры, цветные ключи, десятки тайников, тотальное насилие, кровища и добротный дробовик. Наш бичуган и пропоица, представляющийся как Си-Джей Дранковиц, на манер олдскульного Дюка комментирует происходящее с характерной хрипотцой. Всячески поносит сосадж-итерсов и постоянно напоминает о себе. Пиво лечит, могучая нога калечит. Королева чужих ждет, пока ее нахлобучат. Все как в старе. Тем не менее, в наше время хорошим тоном считается привнести в знакомую формулу ретро-FPS щепоточку чего-то нового. Что же этакого придумал одинокий испанский художник, по совместительству металлист и ударник Роджер Креус Дарика, а.к.а. Роуи, спросите вы. Квиксейвы уважаете? Или хотя бы сейвы уважаете? Роуи не уважает, потому возможность сохраняться в своей игре отсек за ненадобностью, взамен снабдив карты чекпоинтами, а бомжа жизнями. Профукал все жизни, начинай уровень заново. Насколько сей подход радикален, судить не мне, потому что это еще не все. Зачем нововведение, когда есть нововыведение? Даркенштейн редкий по современным меркам шутер не просто без модного дэша и даблджампа. Тут даже обычный прыжок упразднен. Да, дорогие друзья, прыгать нельзя. Я понимаю, что многие живут вчерашним днем и хотят, чтобы все было как в 90-м, но тут такой вот уход от настоящего олдскула и реверанс в сторону 92-го. Сейчас оно как? Одни мечтают превратить шутер от первого лица в Mario 64, другие, скрипя зубами, весь этот платформинг терпят. Но как бы кто ни относился к прыганию, трудно спорить, что оно и геймплей разнообразить способно, и окружение позволяет под все это дело куда более комплексно мутить. А без прыжка оно все же сомнительно как будто. Как в таких обстоятельствах выдать что-то вразумительное и затягивающее, когда на первый взгляд дизайн уровней более чем лаконичный, где все по линеечке и под 90 градусов, а движение ограничено горизонтальной плоскостью. Такое чувство, что никак? Ну вот и я был того же мнения на начальных этапах знакомства с игрой. На самом деле левел-дизайн вовсе не закупоривается в подражательстве самой ранней идовской старине. Недостатков в вертикальности Даркенштейн неожиданным образом не испытывает. Внутренние пространства не ограничены одним этажом, а внешние не ограничены куда сильнее. Зацените, какой размах. В плане геометрии здесь рука об руку будут идти примитивизм и монументальность. По соседству с квадратными, по-спартански обставленными ничем лабиринтами раскинутся гектары просторных территорий. В АСД при грамотном планировании карты с лихвой хватит, чтобы забраться на крышу и потом с комфортом забуриться в самый дальний погребок. Уровни не сказать, что жестко запутанные. Ключей всегда не больше 2. Рычаги и кнопки открывают дверки поблизости, а не где-то там за горизонтом. Пересечение местности не превращается в мытарство, все более-менее интуитивно. Настолько, что потребностей в миникарте, как правило, не возникает. И да, вы, кстати, в курсе, что в Doom не было прыжка? Это сейчас вообще, откровение для всех любителей олдскульной старины. В Doom не было прыжка. Так вот, Даркенштейн, несмотря на заданный лимит движений, не сжимается в пределах одного лишь прямо, а предлагает действительно интересные проработанные многоярусные локации, при этом вовремя выдавая новый антураж. Темень квадратных тюремных казематов, безмятежность залитых солнышком дворовых территорий и секретные лаборатории по изучению пришельцев легко умещаются в одном уровне. Декорации все же в большинстве своем незамысловатые, аскетичные, стандартные, вторичные, побольше деревянных ящиков и запрещенных мотыгообразных крестов со всеми вытекающими. Но где надо, там врубается цветное освещение, где надо метель на всю катушку. Хотел бы еще сказать, что где надо идет дождь, но
Шутеров с дождем не существует, к сожалению, до сих пор. Самое важное, что за 13 уровней обстановка сменится не раз. Вот лето, вот зима, вот подземелья с магмой, вот научно-исследовательские комплексы, вот хоромы, вот древний городишко. Зацените, какая козлина, друзья, огромадная, размером с 9-этажный дом. Эх, козлина! Разнообразие присутствует с большой буквы «Р». Не только внешнее. Оружия достаточно. За исключением пары странных нелепостей, каждая пушка имеет потенциал для применения. Особенно на харде. На изи можно и всю игру одним лишь Маегери обойтись. А на харде там и мина, и граната, и даже базука в ход идут. Как вам арбалет? По мне, арбалет роскошный. На медиуме же, я думаю, вполне себе реально пройти игру с одним дробовиком, ибо он и в упор работает смачно, и какому-нибудь дурачку на другом конце карты может кабину с нескольких попыток пробить. Прохождение Даркенштейн не превращается в одну и ту же бесконечно повторяющуюся перестрелку. Здесь постоянно в топку подбрасываются новые враги с уникальным поведением, со своими сильными и несильными местами. Вот излишне суетливые арийские первентинщицы бегут, хохочут. Вот мужчина наяривает себе Рассенган на всю пятерню и учиняет некромантию. Вот этому вообще все нипочем, он псих. Этот щитом укрылся, этот летает, что хрен попадешь, а этот после пары инъекций вытяжки из бычьих семенников впадает в тестостероновую ярость, будто ты десятки с его штанги без спроса стянул. Каждая следующая схватка будет не шибко похожа на предыдущую. Отсутствие намека на недостаток действующих лиц позволяет постоянно тасовать состав присутствующих, с каждой минутой выдавая новую режиссуру сражений. И на это накладываются замуты с геометрией. Заварухи в замкнутых пространствах чередуются с военными действиями на открытых площадях, где без снайперки не разобраться. Стрельба в упор, стрельба на дальних дистанциях, сверху, снизу, справа, слева. Всегда разные враги с разным оружием в разных пропорциях, в разных ситуациях. Уровни в подземельях играются совершенно иначе, чем уровни в кишлаках, где на каждой крыше по паре снайперов, и напролом пробежать удастся лишь несколько метров. Добавьте к этому боссов, не самых халтурных, и замедление времени. Накапливаемое благодаря хедшотам 25 точных попаданий в качан, и вуаля, пусть весь мир подождет. Давайте проверим, кто из вас великий математик, друзья. Я учинил примерно 2000 хедшотов. Сколько раз я мог врубить Bullet Time? Вот такая вот задача. Пишите в комментарии свои варианты ответов. Докажите, что не зря участвовали в Кенгуру. Даркенштейн 3D очень бодрый драйвовый шутер. Шутер мясной и захватывающий. Звуки стрельбы не замолкают, пули свистят, ракеты гремят, что-то грохочет, взрывается, кто-то визжит, что-то там на своем. Что-то похожее, знаете, на заветное. Эльф, марш компания Комендант, Цур, Бишпрехтум, Морген, Унтершрифт. И все это под модный металл. 4-часовой саундтрек, написанный непосредственно разработчиком. Я уже говорил, что одинокий испанский художник Роджер Креус Дарика а.к.а. Роуи больше музыкант, чем игродел. Возможно, в игре про бомжа было бы куда уместнее иное музыкальное сопровождение, но что есть, то есть. Так вот, почему игра на 7 часов забористого геймплея бесплатная? Это первая полноценная игра автора. До этого максимум, что он делал, это карты для Doom. И потому садился за свой первый большой проект одинокий испанец с естественной мыслью, что из всей этой затеи выйдет параша, брать за которую деньги – грех. Начал, короче, сразу, за упокой. За 3 года нелепая дурь возмужала, приобрела черты продукта вполне себе 200-рублевого, но от первоначальной идеи старик Роуи не открестился, приправив это коммунистической пропагандой, дескать, культура должна быть бесплатна. Творчество должно идти от сердца. Все мы с вами коммунисты, лишь пока ждем отстоя пены, потому музон из игры все же свою цену имеет, это раз. Все мы с вами металлисты, друзья, пока не заиграет наша любимая
песня. Это 2. Я не устану говорить спасибо отчаянным мужчинам и роскошным дамам, что не постеснялись поддержать мой канал на Бусти. Лишь благодаря вашим регулярным пожертвованиям я имею возможность создавать контент величайшего качества. Качества такого, что сам Александр Олешко завидует мне. А если ты, мой юный друг, все еще не поскреб по сусекам и не оформил подписку, ничего страшного. Просто придется жить с пожирающим изнутри чувством, что не помог, не поддержал, струсил, стыдливо отвел глаза, потратил все деньги на бигуди. В то время как, например, Амацу и Никита Шевцов не постеснялись оформить членские взносы и теперь пребывают в перманентном просветленном состоянии. Познали сатори и высокий уровень андрогенов. Настоящие богатыри, титаны рестлинга. Так что не тратьте деньги впустую, подпишитесь. Дай бог здоровья всем, кто уже это сделал. Неужели это все, спросите вы? Да не все, отвечу я. Сюжет имеется. Можно читать бумажки, что я считаю занятием маленько стыдноватым. Чтение в играх не приемлю, не люблю. И не сказать, что это хорошо умею. Но так уж и быть, попробую. We haven't been able to cover the gaping hole in the bathroom leading to the storage room. Fret not, as we done the next best thing, surrounded it with boxes. I'll let you know when I feel like putting more effort into remedying the problem. Чувствуете? Ох, ребята, какой же тут хороший сюжет. Все как вы любите. Немцы и gaping hole. Кроме того, имеются NPC и моральные выборы. Пощадил паренька. Он секрет откроет. Спас грызуна. И потом будто скетч Тернер ходишь такой с крысой на плече. Крыса на некоторое время может нейтрализовать противника, особенно какого-нибудь мощного или того, что за щитом прячется. В общем, штука занятная, пользительная. Ну и щепотку прокачки старик Роуи в игру добавить не постеснялся. Найденный сырный продукт навеки вечный увеличивает запас ХП. Потому, чтобы прожить подольше, есть смысл повнимательнее отнестись к окружению, дабы не пропустить секреты, где тот самый пресловутый сырный продукт и может быть заныкан. Для этих целей имеется, что бы вы думали, фонарик, дорогие друзья, что можно применять лишь орудуя чем-то одноручным. Шляпный пистолет и фонарик можно, роскошный дробовик и фонарик нельзя. Что это за Doom 3? Подумал я, пока на втором уровне не нашел нормальный фонарь, которому даже базука не помеха. Так что не знаю, к чему это все было. С фонарем можно прекрасно рассмотреть Доупфиша и Злим Братский, но по какой-то нелепой причине все еще нельзя обнаружить мою персону. Это, несомненно, главный минус игры. Возможно, пиво, укрепляющее здоровье, это тонкая отсылка к моему телеграм-каналу, где я проповедую подобный ЗОЖ, но это не точно. Точно другое. Даркенштейн более чем бодрый экшен и одно из самых веселых бесшабашных приключений с бензольными нотками, что я играл за последнее время, а я ни во что не играл. Это добротный шутер, старающийся не отходить от канонов жанра, но здесь буквально от каждого пикселя разит трэшовостью. Это максимально неаккуратная игра, будто вся крутизна была сделана на отъеб. И я, наверное, смогу понять людей, посчитавших Даркенштейн посредственной чепухой. Я тоже на первых порах был абсолютно уверен, что это какая-то туфта. Но по итогу взахлеб пробежал игру дважды, дабы найти все секреты. А потом отправлял разработчику крепкие телефонограммы с текстом «Почему ачивки не работают, man? Definitely bug it», отвечал старина Роуи. Так что не знаю, ребята. Возможно, когда вы смотрите этот ролик, все уже отполировано и отшлифовано. Все уже без сучка и задоринки. А может быть, с сучком. Да с задоринкой. Как бы то ни было, Даркенштейн — это легкомысленная потешная чушь, хулиганская и дерзкая, что сперва берет кривой разгон, но от которой совсем скоро становится непросто оторваться, потому что она не дает скучать, непрерывно скармливая мясо. А мясо полезно, там креатин. Так что пишите, что вы об этом думаете, что бы это ни значило. Играйте только в среднее. Всего вам доброго. Но если вы тоже, не к ночи будь помянуто, познакомились с Оксаной при грустных обстоятельствах, позвоните по телефону 24 02 02.